Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что, кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Этот месяц по традиции я начинаю с раскраски Colortronic. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны будет под видео и в конечной заставке. Мы выбрали уже здесь иллюстрацию. Это вот такая птичка хищная. Я буду раскрашивать или шарпиками, или мазалей, в общем, какими-нибудь маркерами такими, которые протекают, но зато делают иллюстрации более яркими и красивыми. Процесс я, конечно же, обязательно вам покажу. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. Сейчас я подберу нужные мне оттенки и обязательно вернусь к вам. Сначала я решила черным раскрасить. Это маркер Sharpie. Ну, конечно, шарпиками здесь очень удобно раскрашивать. У них пишущий узел, конечно, тоже толстый, как у спиртовых маркеров, но они меньше растекаются, и мне как-то ими приятнее раскрашивать, но в целом я много чего буду здесь использовать, и мазали, и новые маркеры, в зависимости от необходимых цветов, потому что этих у меня только, ну, я не помню, какой у меня был набор, 24, 28 цветов, что-то поштучно брала. Так, ну и вот такой цвет, потому что я взяла новый маркер спиртовой, там цвет у колпачка темный, должен был подходить, но на самом деле светлый, поэтому я взяла шарпик. Красивый цвет, мне очень нравится, к маникюру подходит. Вот шарпики суховатые, какие-то просто стали со временем, какие-то так и покупала. Странно, конечно. Ну, еще непонятно, где Валберес их изначально берет. Так, теперь новые маркеры. Я взяла зеленые оттенки. В старом наборе мазали у меня уже закончились. Ну, вернее, не полностью, просто уже на большие иллюстрации я их не беру. Вот, в новом наборе пока все свеженькое. Красивые сочетания, мне нравятся. Закончила раскрашивать, честно говоря. Я не думала, что я доделаю эту иллюстрацию сегодня, хотя, как правило, я раскрашиваю одним днем. Но, в общем, в этот раз тоже получилось одним днем. К сожалению, я, когда что-то здесь раскрашиваю, я подкладываю лист, но надо взять сюда что-то пошире или какую-то, опять же, термосалфетку, потому как иначе вот так вот пропечатывается, то есть бывает, забудешь сдвинуть лист, потому что А4, понятное дело, меньше. И, к сожалению, вот так вот выходит, но в любом случае. И то, что вот хорошо в новых маркерах есть нулевой, и там, где что-то растеклось, я смогла скорректировать. Это тоже очень хорошо. Ну, в общем-то, первый день и первая раскраска по плану, иллюстрация раскрашена. Ну а сейчас я хочу вам показать две раскраски, которые мне подарили Марина и Юля с канала Маринины раскраски. Девчонки, привет вам и огромное спасибо. На самом деле раскраски мне подарили еще несколько дней назад, но снимаю только сейчас. Девчонки мне написали, что хотят подарить раскраски, ну и, в общем, как только они придут в БУК-24 на пункт самовывоза, ну, в общем, скажут мне об этом. Ну, я поехала и забрала раскраски. Я очень рада, у меня в коллекции таких не было. В общем, спасибо огромное.
Давайте покажу, что же они мне подарили. Во-первых, это была раскраска «Зачарованный сад» из серии «Арт-терапия». Я вообще раньше как-то обходила эти раскраски стороной, не знаю почему, но потом стала их вот приобретать, потому что они очень классные. Как оказалось, много интересных иллюстраций. Ну и вот эту раскраску я тут как-то в Ашане полистала. Она вроде мне понравилась, но почему-то я ее не купила. А тут вот девчонки подарили. И я, когда забрала раскраску, полистала ее, поняла, что она очень классная. Здесь, сейчас я опущу штатив. Здесь много интересных иллюстраций, которые я буду с удовольствием раскрашивать. Там даже где попадаются вот эти повторяющиеся элементы, они все равно прикольные. Вот. И сюжетные иллюстрации есть, много цветов. Обзоры на эту раскраску, конечно же, есть, но у меня на канале обзор тоже будет. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивые иллюстрации. Так что спасибо еще раз. Так что с фокусом. Вот это прикольное. Ну и, конечно же, сейчас, когда у меня появляются новые раскраски, когда мне их дарят или я сама покупаю, я их обязательно начинаю сразу. Ну, то есть или в этом видео, или в следующем. Поэтому с этими раскрасками будет то же самое. Мы обязательно их начнем. Я пока только не знаю, сегодня или, возможно, в следующем влоге, но это будет обязательно в самое ближайшее время. И вторая раскраска – это сладости. Тоже из этой серии «Арт-терапия». Вот тоже удивительно бывает. Я даже видела у других девочек эту раскраску, и как-то она меня не впечатляла, вот честное слово. А когда она у меня вот именно появилась уже, и я ее так не спеша перелистывала, я вообще поняла, что она прикольная. Причем я ее перелистала несколько раз. И вот с каждым разом я больше в ней смысла понимаю. Поэтому, конечно же, она у меня лежать не будет. Я буду в ней раскрашивать. Вот это даже на космическую тематику иллюстрация, что я очень люблю. Так интересно. Спасибо еще раз, девчонки. Тут, по сути, даже и где затемнение, где посветлей, все это показано. Прорисовка классная. Так что тут много чего есть пораскрашивать. Вот эти все вкусняшки. И что ценно, здесь не только, например, вкусняшки нарисованы, но и сам фон, как видите, заполнен. То есть это будет выглядеть уже как-то закончено. Так что раскраска на самом деле очень хорошая. Кто тоже, как и я, не очень ей впечатлился по обзорам, все-таки присмотритесь, в ней есть смысл. И не думаю, что она будет лежать у вас просто так. Ну и обзор, конечно же, на моем канале будет. И да, ссылки на девчонок на YouTube и на Instagram будет под видео и в конечной заставке. Обязательно оставлю. Ну, так как все-таки сейчас, я уже говорила, стараюсь все новые раскраски, появившиеся у меня, начинать, то... Наверное, все-таки эту я сегодня и начну, потому что мы с Оксаной решили 1 июня раскрасить что-нибудь такое летнее, потому что это начало лета. Ну, правда, в этот день также можно что-то и детское раскрасить, так как это еще вроде бы что-то там День защиты детей или как-то так. Но мне эта тема не близка, а вот раскрашивать цветы я люблю. И таким образом получится и тематическое раскрашивание, и начну непосредственно саму раскраску. Здесь, в общем-то, много таких иллюстраций.
подходящих в тему. Я для себя выбрала вот эту, прям то, что надо. Я обязательно покажу процесс раскрашивания, поэтому оставайтесь со мной, не переключайтесь. Выбрала Faber-Castell замок для раскрашивания. Решила еще раз попробовать пораскрашивать ими обычную иллюстрацию, не узоры. У меня вот здесь много зеленых, и я их разделила на несколько групп, чтобы, допустим, если зелени много, было разнообразие. Я приклеила бумажки с номерами и рядом с номером еще символ, чтобы понимать, что это две разные группы карандашей, в каком порядке их использовать. Но вот я уже начала наслаивать и понимаю, что эти карандаши, к сожалению, при всех своих интересных цветах годятся только для раскрашивания узоров, по крайней мере, на мой вкус, потому что они плохо наслаиваются, многие цвета хоть и интересные, но малоестественные. Ну, не знаю. Короче, я ими буду с удовольствием раскрашивать узоры, где не требуется наслаивания, разве самую малость. А для простой иллюстрации лучше что-то использовать другое. Из дешевых это Fix Price, Ашан. Ну, понятное дело, что и подороже что-то можно использовать. А эти нет. Вот как единственный набор карандашей я никому не могу рекомендовать. Тем более, если вот речь идет просто о каких-то иллюстрациях. Не годятся они для этого. Но, кстати, вот здесь есть цвета, мои такие любимые, которые у меня есть и в полихромосах. Вот. За кадром я закончила раскрашивать иллюстрацию. И вот так получилось. Ну, на фон сухая пастель, как всегда, пошла по контуру. Вот здесь и здесь белая ручка. Облачка получается как-то так. Теперь их не видно практически, ну не страшно. Не, в принципе, вполне себе так естественно. Здесь вот белая ручка, здесь немножко черный карандаш. Также я BG металлик использовала, серебряный карандаш. Ну, потому что BG у меня лежали прямо рядом, и мне нужен был только один цвет. Ой, я в сухой пастели все руки, вон стол извозила. Надо будет сейчас все это дело оттирать. Вот, а берлинга пришлось бы тянуться. Так что получается и к началу лета иллюстрация раскрашена, и раскраску начала. В общем, вот так вот. Так, теперь я хочу сделать обложки к этим раскраскам. Вот я взяла новую пленку, которую недавно по распродаже в Ашане за 49 рублей купила вместо 89. Я еще говорила, что обычно я пользуюсь другой пленкой, она мне нравится больше. Она там тоже или 79, или 89, вот такая вот. Хотя, в принципе, по ширине она, как видите, одинаковая. Ну, кстати, да, потому что там есть еще меньше. Вот. Я одно время, когда покупала пленку, она была поменьше по ширине, а это вот даже вполне себе они одинаковые. Но по метражу я не знаю, сколько. Вот здесь, в моей любимой пленке. Но она, кстати, по-моему, рублей 79 даже стоит. Вот я сейчас припоминаю. Так, интересно, а здесь что-нибудь указано? Потому что этикетку я уже выбросила. Нет, здесь ничего не указано. Ладно, короче говоря, я даже, знаете, сейчас достала ее показать. И думаю, уберу, а начну с этого рулона, потому что, ну, как бы, раскраски эти, думаю, маленькие, вдруг на большую потребуется. Ну, а раз они одинаковые, наверное, я скорее эту и доиспользую.
уже раз начала. Я уже сделала обложки, все нормально, аккуратно получилось. Единственное, что меня, конечно, очень, мягко говоря, всегда удивляло, это то, что вот вроде бы для нашего удобства здесь есть все эти деления, но в тот же момент есть вот такие фрагменты, они еще хотя бы небольшие. Обязательно встречаются и достаточно большие фрагменты. Эта же часть еще отрезана. И я, когда вот, например, вырезала пленку для вот этой раскраски, я, короче говоря, на сантиметр как-то вот косо ушла. Хорошо, в любом случае мне хватило, и все как бы аккуратно получилось, но просто здесь как бы ножниц не хватило, чтобы как-то так выровнять линию. И это, конечно, очень удивительно. Мне непонятно, зачем вот эти примеры здесь давать, когда всегда есть этикетка, и на обратной стороне можно, в общем-то, сделать какую-то инструкцию. Ну ладно, в любом случае все я тут наклеила, всего хватило. Сейчас я достала стикеры, наклею их вот сюда, напишу номер раскраски, кто подарил, соответственно, когда я получила эту раскраску, когда начала, и внесу в список эти раскраски вот сюда. Сейчас у меня 253 раскраски. Ну и, соответственно, теперь уже вместе с этими 255. Так, сейчас я начинаю записывать раскраски. Ну, это дело быстрое, главное сделать, не откладывать на потом, чтобы не забыть. Как всегда, пишу, кто подарил, где куплено, когда начала, когда получила. Просто такая информация, которая потом поможет понять, за сколько я ее закончила, ну и так далее. Вообще я подумала и решила, что начну эту раскраску тоже в этом влоге. Сейчас выберу какую-нибудь простенькую иллюстрацию, прям максимально простую, и раскрашу в качестве отдыхалочки. Тем более, что начало месяца это прям самое то. Решила раскрасить вот эту иллюстрацию, сделаю ее по-простому, тут карандашами. Ну а фон я пока еще не решила, может быть, ну, сухая пастель, наверное, по всей вероятности. Хотя акварель здесь тоже вполне можно использовать, но вот с другой стороны тут можно пораскрашивать. Нет, ну уже выбрала эту иллюстрацию, ее и буду красить. Я взяла 3 карандаша Polychromos. Ну, они, конечно, ложатся очень мягко. На самом деле я их взяла, потому что лежали рядом. Так бы взяла любые другие, но время поджимает, поэтому к чему потянулась рука. Они тут просто отлично подходят и между собой сочетаются, и к тематике подходят. Сначала я вот самым светлым залью все пространство, ну а потом буду использовать чуть темнее для рисунка и более темный, совсем уже темный для всяких затемнений. Сейчас я покажу результат, и потом уже наконец-то смогу здесь прибраться и помыть руки, потому что я, по-моему, вся уже в сухой пастели. Получилось у меня вот так.
Фон — это сухая пастель и леденец 3 полихромоса. Сверху блендер от Карандаш и салфетка бумажная, которой я хорошенько все натерла, и получился такой вот блеск. Короче, я рада, что и эту раскраску я начала. Вот. Начало положено, и это здорово. Я, конечно, иногда люблю гелевые ручки добавить вот сюда, например. Но я думаю, что это лишнее. Тем более, мало ли на обратную сторону протечет, будет обидно. К тому же, я не знаю, буду я здесь раскрашивать карандашами или акварелью. Нет, ну, с этой стороны точно будут карандаши. Ну, в любом случае, я как-то сейчас стараюсь гелевые ручки использовать крайне редко. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.